Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи известный российский политтехнолог, экс-спичрайтер Путина Аббас Галямов. Здравствуйте, Аббас. Да, здравствуйте, Александр. Аббас, начать я хотел бы наш сегодняшний разговор, понятно, с вот этого нового обстоятельства, с наступления вооруженных сил Украины на Запорожском и Донецком направлении, Южно-Донецком, если быть точнее. Но вот с какого аспекта? Больше, скажем так, политического. Сейчас поясню, о чем я. Сообщили, что ликвидировали высокопоставленного российского генерала начштаба 35-й армии Российской Федерации Горячего. Он погиб в результате удара ракетного по пункту управления на Запорожском направлении, и примечательно, что он в Приднестровье воевал танковыми войсками с момента входа на территорию Украины, вторжения, да, руководил. На какие мысли эта новость наталкивает? Серьезно достаточно относятся к наступлению вооруженных сил Украины в Российской Федерации, что на передовой генералы, и там генерал-лейтенант он, например, как вам кажется, вот этот момент, насколько показателен, и что, собственно, творится в элитах с такими новостями, после того, как они узнают, что целые генералы, которые там сами на передовой, ну, гибнут? Не, ну, конечно, это не добавляет оптимизма российским элитам. То есть, конечно же, происшедшее подтверждает то, что враг успешно действует успешно, российская сторона проигрывает. Я, я не являюсь специалистом военной области, поэтому мне трудно сказать, насколько, так сказать, правильно или неправильно, когда генерал там оказался на передовой. Может быть, время от времени им положено бывать на передовой. Ну, особенно тут надо смотреть на должность даже, да, не столько название, сколько на занимаемую должность. Вот. Поэтому я выводов о том, о чем это свидетельствует вот строго в военном смысле слова, я делать не буду, но абсолютно уверенно можно говорить, что вот политические последствия происшедшего, конечно, работают против власти, против режима, потому что, ну, любому, даже не военному специалисту, понятно, что, ну, генералы гибнуть не должны. Что если уж гибнут генералы, что говорить про рядовых? Логика же такая. То есть, если убили генерала, то интересно, сколько уже положили рядовых. Ведь фоном очень важно понимать, что фоном-то идет абсолютно четкое, стопроцентное понимание у всех, включая там самых патриотов, достаточно за это эти телеграм-каналы почитать, понимание, что по поводу потерь правды у властей не доищешься, что они безбожно лгут. И поэтому о потерях люди вынуждены судить по каким-то косвенным признакам. И вот смерть генерала – один из таковых косвенных признаков. Если бы в стране была достоверная статистика, которой люди бы верили о количестве убитых рядовых, то смерть генерала была бы просто смертью генерала, она бы не использовалась для того, чтобы интерпретировать, ну, делать из этого какие-то выводы и строить на основе этой гибели какие-то там конструкции мыслительные, да, какие-то интерпретации там делать. Ну, незачем было бы. Вот статистика, все понятно. Но поскольку понятной статистики нет, а понять, насколько, там, так сказать, эта мясорубка там, для наших войск, так сказать, смертоубийственна, желание понять есть, и вот тогда люди начинают уже там придумывать, додумывать, там, да, и в этом смысле смерть генерала, конечно, ярчайшее подтверждение того, что ну, там плохо значит, вот с потерями. Как-то так. Аббас, я хотел бы, ну, скажем так, ваши мысли услышать еще, ввиду произошедшего, еще об одном таком, ну, не знаю, там, ярком отражении российского общества. Ведь генералы, там, армейские генералы, высокие чины, они же, по идее, должны вот там, в своем кругу, тоже каким-то образом кучковаться и представлять какой-то аппаратный вес. Сейчас мы видим, что, ну, генералов на передовую
отправляет, ну, Путин фактически, да, и вот там Шойгу, Герасимов отправляют их туда, потому что, ну, нужно, чтобы бойцы знали, что за спинами генерал, что, мол, никто не отсиживается. Но насколько недовольство именно в этой среде угрожает российской власти? Ну, конечно, такие вещи способствуют росту недовольства в этой среде. Ну, то есть, значит, ну, Путин нас втравил в войну, которую мы проигрываем, в которой мы гибнем, причем зачастую гибнем без толку. Вот. Признать, что они гибнут по причине собственного непрофессионализма, военные не могут. Военные — это не та каста, которая склонна к рефлексии и самокопанию. Это не интеллигенция. Вот. Поэтому любая недоработка, любой форс-мажор имеет шанс быть проинтерпретированным против верховного руководства. Военные во всем мире, в принципе, обвиняют политиков ну, там, значит, вот в своем кругу. Да, в своих грехах они обвиняют политиков. Это для военных вообще везде свойственно. Да. Ну, для всех силовиков свойственно, и для военных тоже. Вот. Ну, а в России это усугубляется таким общим авторитарным, знаете, многолетним таким вот существованием в рамках авторитарной системы, когда ответственность за любое решение всегда перекладывается на начальство, потому что ты же знаешь, что у тебя нет возможности возражать, у тебя нет возможности спорить с начальством, там, да? Вот, поэтому ты отдаешь начальству безропотно право принимать любое решение и тупо берешь его и исполняешь, но при этом ты привыкаешь, что ты ни за что не отвечаешь, и, соответственно, ты отвыкаешь возлагать на себя ответственность. Ты знаешь, что от тебя ничего не зависит, какой с меня может быть спрос, да, понимаете? И соответственно, вот авторитарная культура, она в конце концов формирует вот бесконечное такое, с одной стороны, можно, наверное, сказать, интеллектуальное иждивенчество, наверное, когда, то есть, во всем виноват начальник. Начальник, если значит, что-то не получилось, то я человек маленький, какой с меня спрос, да? И, то есть, общая вот для военных такая штука характерна, для военных из авторитарной среды это характерно в еще большей степени. Поэтому мало кто из военных, обсуждая вот эту историю, да, не сделает вывода о том, что, козлы они там все, из-за них вот мы тут гибнем. Да? В конце концов, и надо понимать, что объективно эта причина так говорить тоже есть. Ведь война сама по себе была объективно плохо подготовлена путинской разведкой и Путиным. То есть все знают, что они ехали на войну, будучи совершенно не готовыми. И это привело к тому, что лучшие части полегли в первые же дни. Да? Это объективная реальность, это знают все. И это не ошибка даже военных, строго говоря. У них своих ошибок хватает, конечно. Но у них есть возможность в главных ошибках обвинять свое начальство, политическое руководство. То есть эти придурки думали, что это будет, как Крым 2014 года, а это получилось как Великая Отечественная война. Да? Мы думали, что нас будут встречать цветами, нам так обещали. Нам обещали, это же начальство уже так говорило. Вот. А нас вместо этого встретили там стингерами там, и прочими радостями. Да? И вот эта точка зрения, она в военной среде уже сформировалась. То есть есть общее базовое понимание, что власти прокололись, опозорились. Надо понимать, что военные вообще не любят разведчиков, не любят таких особистов. Да, значит, они считают, что это пижоны, которые там отсиживаются в тылу, тыловые крысы такие, да, которые и портят жизнь военным, там строчат что-то там, да, обвиняют их в чем-то там. Вот, такая, ни комиссаров, ни политруков,
ни особистов в армии никогда не любили. А Путин же их представитель, понимаете, это они, это путинские особисты, путинские чекисты, это их корпорация. И министры тоже на самом деле все эти путинские там Шойгу, до этого Сердюков, до этого Сергей Иванов. Ни один из них не был, строго говоря, военным. Все они какие-то гражданские, ну Сергей Иванов разведчик, да, окей, но все равно не военный. Да, то есть тоже этот особист, условно говоря. Вот. А те двое вообще последних, это гражданские пиджаки. И вот их Путин посадил, значит, они армию разваливали на протяжении всех этих лет. И там же куча скандалов общеизвестных, ну там типа Сердюков с Васильевой, это самая такая известная история. Но там была масса историй менее известных, но менее известных вот в целом по стране, а военная эта среда все это фиксирует. И Шойгу там тоже с массой коррупционеров вокруг типа Тимура Иванова, там, со своим пресс-секретарем, там, значит, Китаевой, который чуть ли там ей 30, что ли, значит, она уже там генерал-лейтенанта получила, ну, должность, которая соответствует генерал-лейтенантской, или даже звание, по-моему, ей присвоили, не помню уж точно. Ну, то есть масса таких историй, которые не позволяют предположить, что эти люди безгрешны, что называется. То есть вот присылает он каких-то гражданских пиджаков к нам командовать военными, так они мало того, что сами приходят, они тащат за собой, значит, кучу там какого-то отребия своего. Нас, военных, тут чмырят, извините, по-другому не скажешь. Значит, задвигают на задний план, все тут разваливают, разворовывают. Потом вот эти все чекисты-разведчики, значит, радостно докладывают Путину о том, как украинцы нас встретят цветами, отправляют нас на погибель. Мы там массово, значит, гибнем, лучшие части все полегли, лучшие командиры полегли в первые же дни войны. Теперь мы кое-как, значит, вот вынуждены там опять, значит, самая главная проблема, внешнеполитический фронт кто должен был выстраивать? Почему весь мир поставляет оружие украинцам? Почему мы только с иранскими этими кривыми дронами воюем, так сказать? Даже от китайцев не могут там что-то получить. Да? Вот же как военные воспринимают. То есть и дипломатический провал, опять, это не наш провал, это путинский провал. То есть там выстроен такой вот вообще такой дискурс целый, понимаете, с кучей фактов, с кучей аргументов, подтверждающих, что мы не виноваты. Строго говоря, конечно, они виноваты тоже. Конечно, они криворукие придурки, которые не умеют воевать. Этого у них не отнять. Но они же не хотят себе в этом признаваться, понимаете? То есть никто не любит признавать, что он идиот, а военный точно не хочет этого никогда делать. Повторюсь, это не интеллигенция, это не та среда. Вот. И у них есть еще куча аргументов. Вот от провалов разведки, провалов дипломатии, значит, провалов политических там, самого Путина. Вот. И из всего этого самое главное прорастает вот это, что и вообще война какая-то идиотская. Вот как когда-то там в окопах Первой мировой прорастало понимание, что значит, война плохая, империалистическая, мир хижинам, война дворцам, что называется, вот это все сейчас там в этой среде тоже постепенно прорастает. И гибель очередного генерала, конечно, будет еще одной точкой зрения, подтверждающей, что все идет не так, как надо. Все плохо. Понятно, что в гибели конкретного генерала Путин не виноват. Но в целом все настолько криво, настолько плохо, да, что вот еще и генералы гибнут, там, так сказать. Ну, то есть сейчас ситуация, понимаете, какая? Ну, вот я уже этот пример приводил неоднократно, но очень правильно приходится повторяться. Ну, как в Библии сказано, значит, имущему прибавится, а у неимущего отнимется. В политике это такое железное правило. В какой-то момент складывается ситуация, когда все работает на тебя. И в какие-то моменты бывает ситуация, когда все работает против тебя. Вот, то есть пришла беда, отворяй ворота. Вот знаете, вот все, ты начал скользить вниз, и все, что раньше было неоднозначно, вот когда раньше все когда ты рос, все неоднозначно интерпретировалось в твою пользу большинством. А сейчас, когда ты скользишь вниз, все неоднозначно интерпретируется уже против тебя. Вот, вот Путин сейчас уже вот такой неимущий, у которого отнимется. Вот, в политическом смысле он такой неимущий сейчас.
И поэтому любая неудача уже работает против него. А гибель генерала, это, конечно, неудача. Чтобы закрыть эту тему, как к политтехнологу у меня вопрос. Смотрите, ну кажется, что сейчас, вот сейчас по там, уровню пропаганды российской, по позиционированию вообще вот этой так называемой СВО, самое время, чтобы этого генерала не просто там с почестями, а чуть ли там, ну не знаю, там возвеличить до Олимпа, да, вот там на иконостас СВО повесить и как бы рассказать, чтобы с каждого утюга все знали, что вот смотрите, в Украине героически, защищая родину, погиб вот. Это другое дело, что там ракета прилетела, и что он там делал вообще, и то, о чем мы говорили выше. Но тем не менее, как вам кажется, ну, мы пока не имеем полной информации, возможно, это будет немножко позже, если будет, а если не будет, то почему? Вот возьмут в оборот вот этот эпизод, как раз-таки поменяв знаки произошедшего? Совершенно не факт. Вот с точки зрения военных, да, вот это все сделать, о чем вы сказали, нужно с точки зрения поддержания лояльности военных. Ну, то есть они разочарованы, они разозлены, но увидят, что, ну, по крайней мере, уважают, по крайней мере, вот эти почести все, трали-вали. Ну, там военный народ тщеславный, и, в принципе, это так понравится. И это смягчит, подсластит пилюлю, что называется. Вот. А с точки зрения широкого общественного мнения, чем меньше людей об этом узнают, тем лучше. Но вот это вытаскивать в новости, конечно, нет. Потому что все равно есть базовое понимание у людей, что генералы не должны гибнуть. Ну, то есть это не те люди, которые там ведут войска в атаку. А если у вас генералы гибнут, ну, у вас там вообще все плохо. Да, это будет косвенное подтверждение того, что все плохо. То есть там масса факторов, которые позволяют, уже сформировали контекст. То есть люди уже понимают, что да, все плохо. И гибель генерала будет просто еще одним ярким таким доказательством того, что все плохо, потому что, особенно если эту тему раздуть, потому что, ну, гибель это вообще самая, так сказать, драматичная вещь. Это, ну, вообще вопрос жизни и смерти, это штука, которая вызывает эмоции. Да, и поэтому вот это эмоциональное добавится к такому логичному, ну, то есть, понимаете, к логичному пониманию такому, ну, ты там смотришь карту и видишь, что, вот это село потеряли, и это село потеряли, это неприятно, но это на уровне логики. Каких-то особых эмоций, вот, строго говоря, там, изнутри, из глубин души идущих эмоций, вот само по себе это не сильно, значит, там, то есть это через разум заходит, не через сердце, что называется. А вот гибель, смерть, сама по себе смерть, она порождает уже эмоции. И эмоции, конечно же, такие вот горечь, там, значит, обиду, да, и вот это ощущение поражения становится гораздо более сильным. Ну, то есть политики эмоции это вообще в массовой политике, там, где речь идет о настроениях таких общественности, да, больших социальных групп, там эмоции важнее разума и логики. И поэтому вот картинка работает сильнее, чем слова, чем логика. Да? И поэтому вот, гибель, повторюсь, смерть сама по себе, она порождает ну, самые большие, самые серьезные эмоции. Это антропологически, так сказать, обусловлено. Это человек все-таки биологически животное, и он боится смерти просто интуитивно, что называется, понимаете? Ну, то есть я сейчас говорю про основную массу людей, про основного обывателя. И гибель максимальные эмоции у них вызывает. И если это визуализировать, начать там по телевизору показывать портрет этого генерала или там лежащего его там в гробу, там, вот, это просто усилит ощущение, что там все плохо. Это будет вгонять вот этих Z-патриотов в депрессию. А это не безобидная штука, это ведет к уменьшению базы поддержки войны. Потому что в конце концов выводом становится вот одно поражение, одна неудача, вторая, третья, четвертая, там село потеряли, генерала убили. И в конце концов это неизбежно ведет к
к такому вот, знаете, горестному выводу. Ну так если воевать не умеем, что вообще туда полезли? Какого хрена, блин? Ну сидели бы дома, вот это, Ерема, сидел бы ты дома, да ты чего веретена? Вот бы как это, вот в конце концов к этому ощущению приведет, понимаете? Да, я поясню, там несколько раз ухмыляюсь, но исключительно из-за, ну, скажем, формулировок, да. Во-первых, апелляций Аббаса к фольклору, а во-вторых, вот это интеллектуальное иждивенчество в начале, это прям формулировка века. Аббас, ну, только из-за формулировок. То есть, действительно, мы обсуждаем очень серьезные такие важные темы. И мы понимаем, о чем вы говорите, особенно ввиду того, что гораздо проще сказать, вот, смотрите, ну, тоже накладывая на украинские, да, какие-то потери. Потеряли Леопард, потеряли Брэдли, назвать количество, ну, коробок, это же не назвать количество людей. Поэтому здесь, ну, переключается, скажем так, внимание, и разум воспринимает, ага, там бронетехника. Но то, что в этой бронетехнике ехали люди, ну, как бы отсекается. Это вот так работает. Да, да, вот это очень важно. Вот это очень важно правильно акцентировать, значит, что, собственно говоря, предназначение бронетехники, собственно говоря, и заключается в том, чтобы гибнуть вообще. Ну, то есть подбитый Брэдли на самом деле означает, что вот сам факт, что он подбит, что он там не зря находился. То есть, возможно, люди внутри выжили. И если это, я не знаю, как это подается в Украине, значит, как работают мои коллеги вот с украинской стороны, я просто, ну, я так слежу, конечно, за дискурсом, но не очень внимательно, все-таки я так и не научился украинского языка понимать. Я, кстати, вот убедился сейчас, что там утверждение, что да, украинский язык это такой же русский, только испорченный, но это ложь. Это другой язык все-таки. Даже вот при всем старании я все равно понимаю там меньше трети, даже, наверное, меньше четверти. Вот, короче, я не очень слежу вот за, собственно, украинским дискурсом, не всегда удается, поэтому не знаю, как это подается. Но, конечно, любая новость о подбитом Брэдли должна сопровождаться демонстрацией живых людей из этого Брэдли. Да, чтобы они на камеру рассказывали, условно говоря, да, там такой бумс был, там мы все оглохли, вот, а кто-то даже там ушиб голову, там, значит, стукнулся головой там о перегородку, вот. Но в целом вот все, нет, даже царапин нету, да. И если вот так подавать, то, собственно говоря, гибель Брэдли будет рассматриваться позитивно, да. Это скорее свидетельство успеха, чем свидетельство неудачи. А в случае с погибшим генералом, ну, этого не сделаешь. Тут потому что задача человека точно не гибнуть. Вот. И генерал в том Да, числе. давайте продолжим вот эту тему, скажем так, недовольства или ну, такой кризисной ситуации в военно-политических кругах Российской Федерации. Аббас, ну, сообщение сегодня пришло, что кроме Ахмата, который первый подписал контракт с Минобороны, сегодня сообщили еще о, ну, не называя их, каких-то 7 ЧВК, которые подписали вот этот контракт. Я, например, ну, довольно-таки удивлен вообще работой, да, и вот этим всем. Ну, я делаю вывод, что это бутафорская история исключительно из-за того, что непонятно вообще, а что это за контракт, что в контракте, почему это важно, почему это нужно. То есть, если этот приказ Минобороны, да, приказ Шойгу, зам, который ездит, подписывает, да, где-то на камеру, где-то без камеры, если вот это подчинение и введение в иерархию или там, да, вот в этот, скажем так, в, ну, саму структуру Минобороны вот этих ЧВК, это вот позитивная история, ну так покажите, что это позитивная история. Вместо этого мы видим подписывающих и не подписывающего Пригожина, что само по себе является, ну, таким продолжением конфликта Пригожина и Шойгу. Одни эксперты говорят, что это, ну, прям удар под дых, аппаратный такой удар под дых ЧВК. Другие говорят, ну, погодите, это все сказки, потому что, ну, как они до этого получали боеприпасы? Ну, в любом случае, на какую-то часть это списывалось, какие-то документы какие-то проводились, поэтому это вообще история не об этом. На ваш взгляд, о чем эта история и что это за подчинение Пригожина Шойгу? Но конфликт переводится в юридическую плоскость. То есть
А до этого он был до сих пор таким вербальным, ну, на уровне слов. Шойгу молчал, Пригожин ругался. Ну, зимой, да, был один вот материальный аспект, когда перекрыли поставку снарядов Пригожину, когда был снарядный голод. Потом эту тему разрулили на протяжении там всей весны до мая. Пригожин молчал, не жаловался на нехватку снарядов, то есть проблема была явно решена. Потом он опять начал об этом кричать, я думаю, не потому что реально снарядный голод возник, а потому что он просто хотел максимально, ну, искал повод, чтобы максимально быстро отскочить из Бахмута до того, как ВСУ пойдут в контрнаступление. То есть вот был один момент зимой, значит, когда был материальный аспект у этого конфликта. А в целом это был такой конфликт виртуальный, на уровне слов просто, да, бла-бла-бла. Значит, и все остальные игроки государственные, ну, они могли себе позволить игнорировать эту ситуацию, делать вид, что нас это не касается. И Шойгу, уж не знаю, кто ему подсказал, но он смекнул, может, сам догадался, он интригант тот еще, в общем-то. Значит, он сейчас перевел дело в юридическую плоскость, когда отказ Пригожина, ну, недружественный шаг по отношению к Пригожину, государству уже сложно игнорировать. Это уже, если правовые нормы не выполняются, это уже failed state, по сути. Значит, вот сейчас администрации президента, Совбезу, даже Государственной Думе, значит, точно прокуратуре, ну, там им сложнее будет делать вид, что их это не касается. Это уже, ну, то есть Шойгу обеспечил себе, значит, вот он раньше, там проблема Пригожина была чисто его, ну еще Путина, да, но Путина политически, так сказать, и чуть по другим причинам, вот, по причинам общего такого расшатывания, так сказать, ситуации в элитах, в аппарате, там, да, разрушения иерархии, вот. Но остальных игроков, помимо Путина, это не касалось. А теперь это их, в принципе, касается. Вот теперь Шойгу, я думаю, он теперь там заявление в прокуратуру напишет, там, да, или там, значит, в суд подаст на Пригожина за отказ подчиниться. Да, и это уже будет проблема институционализирована. И другим институтам государственным придется в это все вмешаться. То есть со стороны Шойгу это такой нормальный аппаратный ход, который, конечно, не имеет никакого отношения к делу. Тот факт, что они об этом вспомнили спустя год после того, как ЧВК там на фронте появились, говорит о том, что реальной проблемы там не было раньше с подчинением. Ну, воевали нормально. Ну, другие ЧВК, я имею в виду. Да. Это проблема исключительно политическая, проблема исключительно пригожинская. Да? Но, тем не менее, каковы бы ни были реальные причины, Шойгу делал аппаратно эффективный ход, и вполне возможно это такой звонок, тревожный звонок для Пригожина. Там несколько таких историй произошло. Значит, во-первых, Веневитин, вот этот подполковник Веневитин знаменитый, уже ставший недавно знаменитым, печально знаменитым, обвинил пригожинцев в совершении конкретных уголовных преступлений. Там технику у нас украли, значит, ГСМ, людей избивают, там солдат воруют, офицеров воруют. Вот. Значит, кто-то из журналистов, я, к сожалению, не помню, чье СМИ, что за СМИ, вот видел среди тех, кого я читаю, кому доверяю, значит, кто-то из них взял комментарий у одного из юристов, который посчитал, что по совокупности вот этих всех обвинений, строго говоря, если все по закону делать, если все эти обвинения подтвердятся, а для следователя, это небольшая проблема там, подтвердить это, да, выехать на месте, поработать, там всех опросить, в общем, это такие преступления, следы которых не скроешь. Значит, по совокупности Пригожин должен сесть лет на 25, четвертак. И это такой уже тоже материальный фактор, он появился на прошлой неделе. То есть до сих пор все, Пригожин орал на Шойгу, наступал, ругался, Шойгу молчал. И тут Пригожин вдруг оказался в положении обвиняемого впервые. Причем не просто на словах, а юридически, что называется, с конкретными юридическими последствиями. Теперь второй шаг Шойгу, это вот этот приказ по ЧВК о необходимости подписания контрактов и подчинения прямого.
Вот. Третий удар сегодня утром пришел. Уж я не знаю, кто его организовал, СВР ли, ГРУ ли, ФСБ ли, я не знаю, видели вы или нет, но дочь Пригожина в Дубае в совершенно непотребном виде, значит, ну просто, то есть абсолютная аморалка, что называется, вот. И бог бы с ней, как говорится, но Пригожин так активно раскручивал тему вот этих детей элит, так активно противопоставлял себя им, что, дескать, простые люди гибнут, а эти своими булками там в Дубае трясут, что когда выясняется, что его собственная дочь тоже трясут булками в Дубае. Ну да, с каким-то, Ну, с бородой черной мужчиной, да. То есть это, ну, Ну, в общем, да, там стыдобище, я даже досмотреть не смог. Ну, в общем, ну, то есть, ну, просто выясняется, что ты такой лжец, оказывается. Ну, то есть, ты такой фарисей. Вот если бы он про это не говорил, да, то поведение его дочери не было бы политическим фактом. слушайте, ну ликует. А теперь оно стало. Он сам эту тему вытащил, раздул. Сейчас Да, и... зять Шойгу ликует, наверное, там, да, дочь. Ну, конечно, ну, все враги Пригожина ликуют. Не, очень профессионально сделано, то есть, ну, и это, конечно, говорит о Пригожине, в первую очередь, об его интеллекте, интеллектуальных способностях. То есть, ну, слушай, ты что, не знаешь, чем у тебя дочь занимается? А тогда, если ты сам живешь в стеклянном доме, что ты камнями кидаешься-то? Критикуй их за что-нибудь другое. Что ты критикуешь их тут вот по той самой теме, которую тебе самому нельзя ставить в повестку? Ты что думаешь, они совсем кретины, они не сумеют добыть доказательств того, как себя ведет твоя дочь? То есть этот человек, Пригожин, предстает просто очень недалеким сейчас. Да, я же не говорю о моральном облике. Короче, по нему сегодня нанесен с точки зрения общественного мнения мощный удар. Да? То есть все те, кому теперь, кому до этого был направлен вот этот антиэлитный месседж Пригожина, они теперь, вот те, кто очаровывались им там, последние месяцы, слушая, как он там этих детей элит разносит в щепки, они сегодня, завтра, там, не знаю, как разгонять тему будут, но я думаю, разгонят от души. По телевизору, конечно, не покажут, но, значит, телеграммы и там Google и Яндекс там в топе все это будет. Вот. И эти все люди горько разочаруются в Пригожине. Нет, и ты такой же, оказывается, такой же лжец, такой же фарисей, такой же вот, ну, тебе можно верить так же, как и всем им, как и всем остальным. Вот, и вот вся его отстройка от них, да, она теперь вот летит в тартарары. То есть вот прям цепочка действий, значит, которые позволяют предположить, что для Пригожина пришли кислые времена. То есть вполне возможно дана отмашка, да, типа давайте готовьте правовую базу для того, чтобы его сажать, одновременно дискредитируйте, лишайте его общественной поддержки. И к тому же сейчас ситуация такая, Вагнер в тылу, да, и поэтому в принципе, ну, значит, как бы можно темой Вагнера пренебречь, насколько ею можно пренебречь, да. Вот в момент, когда она воюет, когда Вагнер воюет прям там, да, ну, нельзя. А тут, ну, в тылу, да, можно попробовать. Я думаю, что единственное, что сейчас может спасти Пригожина, это быстрое контрнаступление ВСУ, то есть его эффективные победы, которые не позволят Путину надеяться, что и без Пригожина справимся. Ну, чтобы кислые времена были для Путина и системы, да, и Минобороны. Да, и тогда Путин скажет: так, прекратите трогать Пригожина, он хоть чуть-чуть воевать умеет, да, и опять в бой. Ну, то есть сейчас Пригожин, по идее, должен взвыть и броситься к Путину, вполне возможно, уже бросился со словами: Вагнер готов, мы там все, что он там должны были сделать, сделали, перегруппировку произвели, прямо сегодня вечером уже готовы в бой. Вот. Ну и будет покупать ценой жизни своих вагнеровцев значит, решение собственных политических проблем. Ну, вообще, конечно, эта история, я видел ее тоже, да, вот с дочерью Пригожина. Это, ну, действительно такой, ну, вот такой внутряк, который на самом деле обретает некую такую системную форму. Потому что, ну, одно дело, когда нам показывали детей Пригожина, которые там
ну, там, с оружием, где-то в селе костер жгли, что-то там, скажем так, выпивали, тусили, отдыхали, но по антуражу было видно, что это там, ну, условно, русская глубинка. Ну, это где-то было несколько недель назад. И, мол, смотрите, вот там беспредельничают. Ну, с другой стороны, понятно, разбойник Пригожин, разбойничий отдых у его Ну детей. да. Ну, Дубай как-то, ну, так мало вяжется с образом. Конечно. Вот, то есть в первом случае цельный образ складывается. А здесь этот цельный образ разламывается просто. Вот эта дочь, она выламывается из того контекста, который создает Пригожин. Вот, поэтому, конечно, это очень серьезный удар по нему. Ну, то есть кто-то вот постарался. Да, очень интересно. Еще об одной фигуре, у которого, ну, проблемы. Это вот депутат Единой России Затулин. Сразу несколько источников, там, ведомостям, да, сообщили, что может он на этой неделе лишиться своей должности первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Прям вот Из фракции исключат, из партии в исключат, общем, да. там целый, Но целый список. я прошу обратить внимание, что и несколько источников сказали, что, возможно, ничего этого и не будет. Ну, сам Так что, Затулин, когда у него спросили, он говорит, что ничего не знает, никто с ним не говорил, не да, да, да. обсуждал. В общем, поэтому вроде бы как по состоянию на момент нашего разговора, ну, все нормально. Но выступление на форуме «Какая Украина нам нужна», где он заявил, что ну, цели спецоперации провалены, ну, прицепились к нему достаточно плотно, вот этому Затулину. Причем Затулин, я в том числе и с украинскими политологами говорил, которые, ну вот, как говорится, по старой памяти там, ну, не то, что сотрудничали, но общались, когда вот это были институты СНГ в Киеве, когда, ну, скажем так, вот этот процесс политический был плюс-минус общий, да, то они говорили, ну, Затулин это еще тот Украина-ненавистник, поэтому здесь возникает вопрос, кому выгодно выбить, да, Затулина из этой, ну, скажем так, иерархии спикеров, депутатов, политиков? Не, ну вот смотрите, речь не о том, кому выгодно его выбить. Понимаете, так об этом надо говорить, если Затулин сидел, ничего не делал, а его кто-то там против него там кампанию, условно говоря, начал. Да? А в данном-то случае Затулин сам творец своего, так сказать, своих проблем. Вот. Он же сам выступил. Его же никто за язык не тянул. И он, то, что он сказал, это действительно. Но если такие вещи говорит, значит, там какой-нибудь Галямов, там, иноагент, и оппозиционер, и этот и уголовник, который под статью о дискредитации российской армии, но тогда это бог с ним. А если это говорит видный, значит, представитель режима, первый зампред комитета Госдумы, и человек, который на протяжении многих-многих лет, как минимум с 2004 года, находился на острие российской политики, имперской политики в Украине, один из вот прям тех, кто, так сказать, активно там работал много лет. Но это совсем другая история, да? И в этом смысле надо анализировать, мне кажется, не то, кто пытается там свалить Затулина, а то, почему Затулин сделал то, что он сделал. Что случилось? Вот, вот это принципиальное значение имеет. И это, конечно, я это воспринимаю как еще один индикатор того, что ну, система разваливается, близится к ее коллапс, и Затулин, как человек аморальный, но тем не менее очень умный, он это понимает, и он уже понимает, что пора бежать с тонущего корабля, как любой нормальной крысе. Понимаете ведь, что он сделал сейчас? Он обозначил себя как потенциального переговорщика противоположному лагерю. То есть обычно как рушатся такие режимы? Это не то, чтобы, вот знаете, стопроцентно единые такие вот правящие элиты сметаются стопроцентно едиными контрэлитами, значит, элитой оппозиции. Такое бывает крайне редко. Обычно это раскол в этой среде. Элиты, прежде единые, раскалываются, поняв, что они проигрывают и уперевшись в стену, раскалываются на умеренных, которые говорят,
ну все, ничего не получается, давайте пора вступать с тем лагерем в переговоры. И на хардлайнеров, которые нет до конца никаких переговоров, будем война до победного конца. И вот этот лагерь разламывается, и умеренные представители этих элит вступают в переговоры с умеренными представителями контрэлит. И в конце концов режим рушится в результате союза между двумя вот этими умеренными с двух сторон. Радикалов с обеих сторон отсекают, а новый режим, новая реальность формируется в результате диалога этих двух лагерей. И Затулин бросает союзников своих, бывших однопартийцев, так сказать, и бросает цинично, я почему говорю, потому что единственное, что способно спасти режим от краха, это единство рядов вот таких Затулиных. Ну, то есть там не должно быть ни одной бреши. Если все элиты едины, то никакая революция никогда не удастся. Что бы там ни происходило. Вот. То есть военное поражение, да, возможно, но это военное поражение, если элиты едины, не трансформируется в революцию. Даже если протестные настроения будут очень сильны. Протест все равно подавит. Вот. Революция может быть успешной только когда там есть разлом в этих элитах, да? И Затулин сейчас этот разлом, по сути, организует. То есть он бросает, цинично пытаясь обеспечить себе будущее, он бросает вчерашних однопартийцев, товарищей, и, по сути, предлагает себя в качестве партнера по диалогу противоположному лагерю. То есть сейчас умеренные из того лагеря, Ходорковский, там, например, Гудков, там, они видят, что, в принципе, с Затулиным можно разговаривать. То есть он не такой тупой, как остальные там. Не орет, как Медведев, там, да, не визжит, как свинья. Не пририсовывает флаг России к Да. Майдану. То есть не занимается фигней, извиняюсь за выражение. Вот, то есть Медведев занимается фигней. То есть он не демонстрирует никаких признаков адекватности. О чем с ним говорить вообще? А этот демонстрирует признаки адекватности. Надо с ним разговаривать. Да? И новая политическая реальность может родиться из некой договоренности между Ходорковским, условно Ходорковским и условно Затулиным. Это вовсе не значит, что Ходорковский обязательно Затулину там предложит пост министра в новом правительстве. Может, нет, смотря кто с какой позиции разговаривает. Так сказать. Если там Ходорковский совсем с позиции силы разговаривает, то, может быть, Затулину он даст всего лишь там скидку по сроку. То есть тоже сядешь, но меньше, чем или не посадят, да, вообще. Либо, да, условный срок. Либо там вообще не посадим, она просто на пенсию уйдешь и будешь тихонечко там не отсвечивать. Вот. То есть разные варианты возможны. Но Затулин обозначил четко вот условному Ходорковскому, что типа, я здесь там, да, вот я не тот псих, как они там за моей спиной, там, типа Медведева. И это абсолютно циничный шаг по отношению со своим товарищем, при том, что я абсолютно рад этому шагу Затулина, так сказать, и всячески его приветствую, и признаю, что Затулин умный человек. Вот. Я одновременно понимаю гнев его товарищей-однопартийцев, которые, метафорически выражаясь, они не совершили поступок вроде Затулина. Вот все умные единороссы, а там тоже такие есть, они, в принципе, в глубине души тоже хотят оказаться на месте Затулина. Но они понимают, что нельзя нарушать единство рядов. То есть дисциплина превыше всего. Да? И они убивают свои собственные перспективы, связанные с ситуацией после смены, после падения режима, убивают, сами записывают себя в ряды таких хардлайнеров, там Журавлев какой-нибудь, да, тот же Медведев. Вот. Они записывают себя в идиоты, лишают себя будущего, лишь бы сохранить единство рядов. То есть они спасают систему ценой своего будущего. А Затулин этого не делает. Он, сволочь, начинает, так сказать, уже там адаптироваться. То есть, это предательство, да? Называя вещи своими именами. Вот. Затулин совершает предательство, поэтому понятно, что они разгневаны. Да, действительно очень интересная ситуация, но в завершении нашего с вами разговора, Аббас, я, конечно же, всех призываю подписаться на телеграм-канал Аббаса Галямова, ссылка в описании. Подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм и, конечно же, на YouTube, поставьте лайк этому видео, очень интересно читать ваши комментарии, какие-то сообщения в чатах, когда там трансляции идут. В общем, интересно общаться. Вот День России, который прошел, что он показал?
ну, понятно, что можно там разбирать, но, если честно, ну, выглядит как некая данность, да, вот традиции, что ли, не знаю, там по-другому как бы и не мог Путин поступить, поехал там к раненым бойцам в госпиталь, там вручал какие-то награды. А, ну вот из яркого, да, вот момента, ну, наверное, вот этот эпизод, да, посещения. Ну и, конечно, вот почему-то, опять я не могу понять, почему, у всех там пытаюсь добиться ответа на этот вопрос. А что за позиционирование? Вот мы там, вот эти республики, оккупированные части Украины, там ЛНР, ДНР, впервые встречаем День России. Ну, понятно, там часть Херсонской области оттяпана, да, часть Запорожской, но вот этот вот, как бы, ну, не знаю, лозунг, что вот впервые День России вместе с Россией. Ведь по большому-то счету праздник со слезами на глазах. Если для Путина там трагедия распад Советского Союза, то, соответственно, 12 число, ну, тоже как бы не праздник. Какие выводы по этому дню у вас? Ну, на самом деле, если честно, то вообще никаких. Ну, это пустышка, она всегда была пустышкой, она пустышкой и осталась. Да, там много внутренних противоречий, значит, потому что, с одной стороны, вы правы, Путин, значит, позиционирует себя как человек, переживающего по поводу, значит, гибели СССР, а с другой стороны, он ведь является непосредственным офицером всего этого. Если бы СССР не распался, еще неизвестно, стал бы он главой государства или нет, скорее всего, нет. То есть он продукт в чистом виде. Его кто вытащил? Его вытащил Ельцин, Юмашев, Дьяченко. То есть те самые люди, которые, там, Павел Бородин, да, те самые люди, которые и, по сути, развалили Союз на протяжении всех 90-х годов. Да? И поэтому вот он в такой вот странной раскоряке. То есть на уровне слов, риторики он значит, против распада СССР, на уровне реального своего жизненного интереса, так сказать, он бенефициар этого всего. Вот, короче, там противоречия есть, да, ну, ловить их на этом даже я и не вижу большого смысла. Значит, делегитимизирует не это по-крупному, делегитимизирует то поражение, которое они терпят. Поэтому, да, праздник у них получился со слезами на глазах. Единственное, на что я бы обратил внимание в связи с этим праздником, на то, что в Москве отменили салют. То есть изначально он планировался, а потом раз его отменили. Вот это любопытно было бы понять механизм отмены салюта, принятия решений по этому поводу. Вот. Не знаю, пока не буду ничего гадать. Роль Собянина самого, согласовывал ли он это с кем-то, может быть, своим решением это сделал. Зачем он это сделал, что он имел в виду. Вот. Ну, Это единственное, мне кажется, что... ждали же, наверное, какого-то подарка, да, от ВСУ или там от Украины ко Дню России. Может быть, чтобы не пугать никого. Ну, странное решение, действительно. Ну, в общем, да, я даже сейчас не буду, говорю, гадать, я просто зафиксирую, что вот единственное, что в этом празднике было интересного. Все остальное было абсолютно неинтересным. Ну, то есть только что Медведев в очередной раз продемонстрировал, что это всего лишь тролль. Ну, то есть он не политик, который принимает решения, его реализует, который имеет отношение к действительности, он просто тролль. Вот. Ну, вот еще один вывод. Ну, поскольку мы и до этого знали, что он отношение к реальным делам уже давно не имеет. Ну, собственно, небольшой секрет, как говорится. Так а почему не отстанут от Киева? Ну вот смотрите, ну вот уже казалось бы, ну там все понятно, но имеется в виду там большая война, ее разгар, там нам западные партнеры, там Столтенберг рассказывает там как мантру, что Украину примут в НАТО, но не сразу, а потом, сейчас, мол, разгар войны, все понимают, что идет разгар войны. А Медведев опять берет Киев. Ну, снова. Дугин пишет, что нам нужно сделать восстание во Львове, пойти на Харьков, ответить асимметрично, мол, на наступление ВСУ. Да. Это вы представили восстание Дугина во Львове? Делает все восстание. То есть надо понимать, что Дугин в реальной политике разбирается примерно как... Он, значит, если не ошибаюсь, в 95 году во время думских выборов, я где-то видел в интернете,
значит, итоги выборов, он где-то там в одномандатном округе баллотировался, и он в своем округе последнее место занял. Он там что-то 1 или 2, что ли, процента набрал. Ну вот. Ну, то есть он к реальной политике имеет вот отношение, вот как тогда, 1% в округе, так и вот сейчас восстание он поднимет. Спартак. Слушайте, ну, Александр, ну, давайте так, я же политолог, а не психиатр. Давайте не буду там анализировать Медведева или там Дугина. Но они реально, вот, они сошли с ума, они в отчаянии. Да, и вот это отчаяние, ну, видимо, травмировало их неокрепшую психику настолько, что вот, ну, такие странные формы это приобретает. Я уж не знаю, какой точно диагноз поставить. Но это неадекватность. То есть они, в принципе, вот, ну, Медведев демонстрирует свою неадекватность. Дугин-то бог с ним, ладно, он никогда, наверное, адекватным-то и не был, а Медведев уже притворялся. Вот. А сейчас, да, в ситуации, когда когда враг наступает, ты отступаешь, там, мечтать о взятии Киева, в ситуации, когда реально воюющие люди, типа Пригожина, говорят, чуваки, какой Киев? Если мы удержим то, что сейчас контролируем, это успех. Вот. Значит, этот просто, ну, демонстрирует, что он, неадекватен, что он бесконечно далек от реальности, что он, ну, то ли в ней не понимает, то ли игнорирует, спился, наверное. Наверное, все-таки действительно спился, белая горячка, и вот в своих грезах он там штурмует Киев, наверное. Да, Аббат, спасибо вам большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо, до свидания. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.